Всем привет, я Мариори, я продолжаю проходить игру Stanley Parable. Давайте нажимаем. По имени Стэнли, да, это уже знаю. Если кто-то зашел в игру заново, можно чуть нажать. Копи Стэнли. Кстати, напоминаю, что я играю на геймпаде. Может, это понравилось на геймпаде играть. Но после SimCity, который сейчас записывал, ничего отвыкал. Я помню, что в прошлой серии играли в Майнкрафт и Portal 2 в этой игре. Можно выключить компик. Знаете, его выключим. В каком расстоянии умеет его выключить? Точно все выключены, да? Случайно, так сказать, нарыл то, что их можно выключить. То вообще его нету. То, что его можно выключать. В принципе, все выключить. Так, пошли дальше. Прикольная игрушка с наркоманом автором. И раскатчиком тоже. Вот еще компьютер тоже. О, еще можно его выключить. Хорошо. Надо экономить свет. Электричество надо экономить. По SimCity знаю. А бомбанет атомка у вас, и все. Будет Чернобыль, дубль 3. Потому что Чернобыль дубль 2 был недавно в SimCity. Но почистить и решили эту проблему. Все закрыто, черта. Все закрыто. Да. Так. Так, я вошел в дверь справа, да? Давайте, знаете, как попробую. Я вошел в дверь... Давайте войдем в дверь справа. Да. Ой, можно открыть? Нет, там работает. Черт. Так. Тоже закрыто. Ну, думаю, наш брать не надо. Все двери закрыты, кроме тех, в которые нам надо зайти. Не работает, черт. Может, на кухню что идти, да? Там сейчас на кухню. И давай не в реальности. Закрыто. Вот, в прошлый раз я пошел уже прямо, да? А теперь давайте возьмем дверь слева. Потом посмотрим, еще там были выборы, да. Сейчас мы пойдем в дверь. Хотя я там уже там до конца все исследовал. Давайте сначала тут исследуем все. Я что прыгнул вот на ту, да? Хреновину. Вон на ту хреновину я прыгнул, на этот мостик. Давайте прыгаем вниз. Прыгнем вниз. Что будет? Привет! Это тоже предусмотрели. По-моему, тут все варианты предусмотрели. Молодец, Стэнли. Все считают тебя очень могущественным. Все, гейм-овер, да? Все? Вот. Как же так получилось, а? Вот, теперь давайте пойдем в дверь слева. Точнее, хотя нет, можно еще пойти туда, на платформу, точнее. Я на нее ходил уже. Что-то не помню. Ладно, давайте пойдем сюда теперь. Комментатор пока нам комментирует. Все по 20-му разу. Хочу найти те моменты, где он уже чуть нормально говорит, а эту фигню. Так. Пористраснейшая комната. Нет, сейчас я пойду прямо и не прыгну никуда. Попробую так. Что там будет, например? Да, кстати, там же можно было... Я же вроде пытался зайти в синюю дверь, да? Сразу. Давайте... И надо было сразу в красную. Давайте попробуем сразу зайти в красную дверь. Сразу. Что интересно будет? Так же будет или нет? Попробуем сразу пойти в красную дверь. Вот там это будет красная дверь. Когда не прыгну случайно вниз. Прыгаем! Серьезно? Она тоже пошла сейчас нормально. Точнее, более наркоманской. О, давай мы один. Надеюсь, Майнкрафт и Портал больше не будет. Майнкрафт уже наигрался, а Портал мне, в принципе, там будет лень.
Так. Нет, все закрыто. Вот. Да, я позже зашел в синюю дверь. Не, я зашел в красную, но не сразу. А теперь попробуем зайти в красную сразу. Вот, что-то новенькое. Негом. Давай побегаем сейчас на чуть столом. Сейчас приду. Давай продолжаем. Вот так уже совсем другое дело. Так. Продолжаем. Так. Мы не остановимся, я буду все концовки проходить. Ну и по крайней мере, которые я найду. Ну пошли. Так, там ничего лучше нет. Это понятно. Это мы как сказать. Вот, тут дверь. Ладно, в принципе, ладно, зайдем в эту. А это если вот в ту, мне раскачку то же самое скажет или нет? Давайте проверим. Что-то такое? Загрузка. Что такое? Что такое? О! Нифига себе, космос. Нифига себе. Что, все что? Или еще что-нибудь будет? О! Что-то новенькое. Можно выйти, нет? Вон выход я вижу. Можно выйти, но... Это расскажи, когда он хоть что-нибудь скажет, это уже реально надоедает смотреть. В принципе, думаю, в принципе, тут не знаю, как это всегда будет дальше. Но уже синий пошли. Так, что-то смотреть, в принципе. Шли. О, что-то новенькое. Нет, скоро. Можно выйти? Можно назад? Какой-то хрень. Ладно, продолжим. Не знаю, как можно так будет делать, Такая... Непонятно. О, что-то же новенькое. Вот, можно прыгнуть. Или может там какая-нибудь дверь есть. Ну, можно еще раз все это пройти заново. Так. Можно прыгнуть? Вот. Слушай, давай мы, Стэнли, с тобой не послушаем рассказчика на этот раз. Вот. Гребаный подстраиватель. Сделал я неубиваемым. А что ты делаешь? Я хочу послать тебя. Так. Проверим, Стэнли. Моя. Let's go back to the other room. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Stanley good. Ну сколько чего можно раз? В третий раз. I don't know anymore. I just wanted us to get along. Нет, я не хочу. Ты наркоман. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Ладно, сейчас все-таки умрем, потому что раз я уже замолчал такой грустный голос стал.
Уи! Is it over? It's going to Да, restart. да, все, игра запустилась. Все, давай, дойти дальше. Выборы совершать. А все, заново. О. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Да все, что ли? Да ладно. Телефон? Этот? Какой? Вот здесь. Этот? Да. Телефон? Звонит. Хорошо, хоть живой есть. Скажи мне тогда, нет, это не автоответчик. Ну все, что да ладно. Можно еще еще раз нажать? А, это уже запись, походу, да? Можно к нему залезть, а? По окну. Выпрыгнуть. Может ведь можно? Может, не знаю, на все кнопки понажимать. Можно клавиатуру включить. Не знаю, О, господи, Господи, высокий. Несколько дней не проиграл мышкой уже, как непривычно уже, да. Сейчас мышкой играю. Ой, господи, как-то какие-то движения какие-то медленные. О, господи, я уже отвык от мышки. О, на shift. На shift залезать, да ладно. Или нет? Как я залез? Господи. Я нажимал на shift, случайно нажал на shift. Как я залез? Господи. Саня, давай. О-о-о-о! Я каким-то образом тыкай на все кнопки залез. На стул. Может, сейчас получится. Тыкай на все кнопки, да. Только так. Давай. О! Я как-то прыгнул. Как я прыгнул? Значит, нашел и прыгнул. На все кнопки нажимай, которые попадутся под руку. Ну, давай, Стэнли, ну ты же можешь. Ну, черт. Ну давай. О! Я случайно нажал на S. Так, если на S на... Ну, Стэнли, ну как ты можешь так залезть? О! Так, теперь геймпад. Так, блин. Ой, Стэнли, давай. Я не знаю, как геймпаде прыгать, поэтому тыкаю по клавиатуре на все кнопки. О. Так, теперь геймпад в окошечко. О! Я вышел, да ладно. Да, я остался. Так, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? No. Ah, then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to
Так, start, and then come back here just to do the нет, other ничего option. не должно Clearly, this whole Сиги не game работают. takes some time. What if the other option is Кристаллина even тоже. longer? How long will you spend in total Windows just to Live have тоже heard не all the narration? Oh, and this is rich. Там Perhaps много-много you времени just played потратишь. the other option, and now you've come to see what happens in this No, one. no, no, So, no, no, what do you no. think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens Ща мы when you узнаем. pick the other Ща мы option. все узнаем. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is Криво. lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever. Можно слышать, как такое по кнопке А и геймпаде. Сейчас точно слышите. Точно слышите, точно. Так, че no. Че, все? Так, а где куда, господи? Потерял, господи. Так, может вышка оглядится. Я реально ничего не вижу. Что происходит? Я ничего не вижу. А, вот окна. Значит, по идее, где-то здесь то. Вот, я что-то увидел. А, вот они, господи. Нет, уж от них не отходить. Естественно, если нажать. Ничего не происходит. А, он туда перезапуск. Ну, все. Посидели в комнате. Так. Коробки. Вот. Что за коробки? Раньше их не было. Так. Господи, что за коробки-то, господи. Раньше реально не было. Так. Так, ладно, чем мы еще не исследовали? Так, мы не исследуем, что будет, если поехали дальше. He entered the door. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Да, мы не поехали дальше на платформе. Мы же спрыгнули, да. Можно и не спрыгнуть. The lounge was sublime, a work of art. Все это очевидно. За окном нет текстур. Не нарисовали их. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Мы не обязательно зайдем. Но потом мне надо сначала посмотреть, что будет, если поехать на платформе. Интересно. Так. Ладно, мы слышали. Написано. Опасность. Не прыгайте. Не прыгайте, короче. Не прыгайте вниз. Двигайся, не прыгайте вниз. Точно прыгнул. Хотя я уже прыгнул. Да, я уже проходил, поэтому пойдем оттуда. Я знаю, что нам прыгнет. Тоже говорил. Я не перестал. Кого для них? Для игры? Что, можно? Нет. Кто она? Игра? Или кто? Темнота? Загрузка, наверное. Ох, господи. Я возьму ее, но брать другую раз можно кого не брать, интересно. О, можно? А! Ну ладно. Я обязательно возьму, и когда-нибудь просто не возьму, просто буду ставить, посмотрим, что будет потом. Хочу все варианты посмотреть. Да, я телефон включил, прикинь. Уже возможно. В этой версии игры, да. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white. Не так вроде. Наверное. Человек хорошо звучит, а хорошего в этой игре мало. Мы либо умираем, либо вообще не поймем, где оказались.
How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Давай что-нибудь делаем, а? Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not Чё? noticed it sooner? Не заметил-то. You're not Stanley. You're a real person. Да ладно. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Хотя... Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Вообще было бы хорошо. Практика. Если это не синий экран смерти. А, все хорошо. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Это единственный выход, да? А, ну ладно. Можно телефон взять, а? Вот сейчас можно другую реальность. Черт. А вот ты обратно. Давайте ради такой вообще. Детка. Чуть нифига не видно. А, есть большие такие тучки там. Нет, нельзя. Парень, черт, ладно, тогда пошли. Рассказчик, давай. Болтай. То мне скучно. Так, рассказчик. Ну, давай, гоу. Мы, кстати, вернулись. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Не очень хорошо подготовлен к реальности. О, господи, так. Ну, в принципе, тут один выход, только сюда, поэтому идем сюда. А, можно было войти в первую дверь. Понятно, не в этой реальности, не в этой концовке. Понятно. Я, по-моему, уже много раз прошли, только красные концовки, только 18. Это минимум, думаю. Концовок это 18. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the world. Слева. Ну где дверь слева? Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would.
That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Нет. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. О, господи, что искажается, господи. Нифига себе тут. Цифры. Нифига себе исказилось тут. Ладно, я по... Нифига себе картина. Я понял, назад. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about, my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? Что же делать? Что же мне делать? И вот выключить игру. Я думал, давай вырубай уже. Я сейчас сколько вырублю, уже идти хочу. Вот, молодец, давай быстрее. Меня уже геймпад вибрирует, кстати. Прикольник так вибрирует. Хорошо, что хоть игра поддерживает геймпад. Ну, все так игры поддерживали геймпад. Фига тут. Еще никому тут включился до голос. Сейчас ты возродишь. Просто могу нажать вот так вот. Начать игру сначала. Но не хочу. Короче, посмотрите, что будет тут. А я ничего не делал. А дальше что пошел? That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Может, конечно. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. Надо будет попробовать. Подойдите в следующий раз, серию пока заканчивать. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Тут явно не больше 18 концов. Понятно. Стэн, я не Черт. Что произошло? Нас просто возвращают. Времени, кстати. Так. Давай же открывай, хоть болтать. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ехали. Чё-то нас разрешает выбора, господи. Это же игра выбора. Так, хотя тут есть выбор. Очень много выборов в этой игре. Так, ответ за... There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Ну давайте, ладно, попробуем подняться к кабинету начальника. Катись еще. Понятно. Ну, если работает. А, у кабинета начальника ходил? Нет. А, я ходил в первой серии вроде. Так, давайте проверим. Я не проверял все двери. Давайте проверим все двери. Понятно. Дверь закрыта. Понятно. Так, компьютер работает. Понятно. У меня муха лазит. Понятно. Галстучек. Понятно. Понял. А, голос.
Surely behind this door lay all the А, answers to на his Кснерк questions. And 115. beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the Night code Shark to open the 115. door? Would it Yeah, still вот work? это. There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. Думаю, если я не буду говорить в микрофон, хотя я тоже говорю. Ничего не произойдет, это просто по скрипту все действует тут. Ждем. Пока, короче, кто думает, что ничего не скажу. Мы не мой Стэнли, так сказать. Мы не можем говорить. Ну давай, говори что-нибудь уже. Снэк что-то 115. Night Shark 115. Фу, блин. Night Shark 115. Итак, ладно, ждем. Пока скачка еще не скажет. Что-то там Night Shark 115. Знаете, мне кажется, уже другая комната. Мне кажется, раньше была какая-то такая, все такой другой. It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. А хоть болтать уже серию заканчивать. One single thing for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. О, мы Стэнли видели, да ладно. Мы не знаю, как не знаю, за душу Стэнли играем. Короче, понятно, заново игру начинаем. Все, как конец игры. Ну что ж. А на этом, думаю, пока закончим серию. Всем пока, с вами Григорий. Это были еще альтернативные концовки в игре Стэнли. Какая-то там название еще есть. Стэнли, что-то там, короче. Всем пока, с вами Григорий. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Всем пока. Пока. Вытекло на меню. Выход. Запись, господи, выключить. Так.